Советские вертолеты отлично показали себя в Афганистане на первых этапах войны. Способность перевозить десант, перелетать через горы и оказывать огневую поддержку союзным войскам была настоящей головной болью для подразделений маджахедов. Требовалось легкое противовоздушное средство, обслуживаемое одним или парой бойцов для применения против советской авиации. Такое средство было, и называлось оно ПЗРК «Стингер». Это канал «Военная история». Не переключайтесь. Всем здравствуйте. Поставки противовоздушных комплексов начались в 1986 году, спустя 7 лет после ввода советских войск. Хотя ракеты были приняты на вооружение еще до начала войны в Афганистане, американцы не продавали ракеты силам маджахедов. Во-первых, в ЦРУ опасались, что ПЗРК будет захвачен советскими войсками, а потом представлен в качестве доказательств вмешательства. Во-вторых, сам «Стингер» мог быть использован не только против боевой авиации, но и против мирных самолетов. Третья причина: «Стингер» мог попасть в совсем недружественный американцам Иран, и впоследствии он туда попал. Начальник разведки Пакистана, курирующий афганское направление в 83-87 годах, Мохаммад Юсуф рассказал, что первое боевое применение ПЗРК было осуществлено двумя отрядами исламской афганской партии Гульбидина Хульматияра в районе Джалалабада и Кабула. 25 сентября 1986 года отряд из 35 маджахедов под командованием Гафара скрытно подошел на 1,5 километра к аэродрому Джалалабада. Всего у отряда было 5 ПЗРК. В результате атаки были поражены 3 цели. Отчет о боевом применении ракет маджахеды снимали на видео, а позднее этот видеоролик был показан Рональду Рейгану. Атака на аэродром Кабула успеха маджахедам не принесла. Будущие операторы ПЗРК проходили обучение в Пакистане местными военными инструкторами. Сами инструкторы проходили подготовку в США. Курс обучения оператора был в среднем 3 недели. Между пакистанской разведкой и США было соглашение на поставку 250 установок и 1500 ракет. За весь 1986 год маджахеды сбили 23 самолета и вертолета. Естественно, на столь внушительные потери командование советских войск отреагировало сменой тактики применения авиации. Если раньше вертолеты летали на больших высотах, то после появления ПЗРК стали наоборот прижиматься к земле. Самолеты наоборот перестали снижаться при атаке меньше, чем на 3,5 километра, а позднее эта планка была изменена на 4,5 километра. Также советскому командованию очень хотелось заполучить ПЗРК. Удалось это сделать 5 января 1987 года 186-му отдельному отряду спецназа ГРУ под командованием майора Евгения Сергеева в Литанайском ущелье. Был захвачен не просто комплекс, а пакет документов к нему, а также транспортные бумаги, указывающие на поставщиков США. Все это было показано на экстренной конференции в МИДе Афганистана как доказательство участия США в войне. Несмотря на тщательное изучение комплекса и понимание его характеристик, советское командование в Афганистане так и не смогло создать эффективные средства противодействия, что отразилось на снижении эффективности советской авиации. После окончания войны американское правительство попыталось выкупить обратно поставленные ПЗРК. Для этих целей было выделено $65 миллионов. Часть комплексов действительно вернулась в США, но порядка 400 «Стингеров» осталось в Афганистане и, возможно, были применены уже против американской армии, по иронии судьбы. Всем спасибо, друзья. Это был канал «Военная история». Еще увидимся.